calling from a distance, I hear your voice again. All the signs are pointing to what I don't understand. Are you now the kiss of life, hiding in the dark? 'Cause every time I've reached the lone, feels like I'm missing every mark. Приветствую вас, дорогие друзья! Пока вы думаете, как совместить чоппер, кафе-рейсер и бобер в одном байке, напоминаю вам, что в нашем Телеграме и ВК мы выкладываем гораздо больше и чаще годного контента. Присоединяйтесь! В руках у меня брелок в виде топора с ключами от электробайка. Или, кому приятнее на слух, от электромотоцикла. Называется он Томагавк, как вы уже поняли. Производится в России. Степень локализации комплектующих – это уже второй вопрос, но не менее важный. Итак, для начала перенесемся с вами в мастерскую. У вас это займет буквально пару минут. У нас это заняло гораздо больше времени. Погнали! Настало время рассмотреть мотоцикл и его всевозможные конфигурации детально, а потом, конечно же, проехаться. И начнем мы с силовой установки. Мотор-колесо. Здесь у нас версия стоит сбалансированная, это Куаньшунь 4-го поколения. В минимальной комплектации устанавливаются моторы от 5 кВт с пиковыми значениями до 12 кВт. В максимальной комплектации вы получаете мотор с номиналом 10 кВт и пиками до 20 кВт. Отдельно стоит обратить внимание на версию Томагавк с полным приводом и двумя моторами с суммарной мощностью до 40 кВт. В минимальной комплектации максимальная скорость до 100 км в час. Версия с полным приводом разгоняется до 170 км в час. Скорость может быть и выше, но важно не забывать про сбалансированный расход батареи и охлаждения.
Размер покрышек 130 на 90 или 150 на 90. Радиус 15, 16 или 17. Можно установить более тонкий профиль спереди и толстый сзади, или мотард-версию. В процессе тестирования версия с 16 колесами 150 на 90 оказалась самой стабильной и комфортной в управлении, маневрах и поворотах. Самое главное, что у нас внутри отсека. В первую очередь это батарея. Далее идет контроллер, штатное влагозащитное зарядное устройство, конвертеры и так далее. В самой мощной конфигурации добавляется принудительное охлаждение. Размеры и форма кейса в первую очередь зависят от батареи. Минимальная емкость 75 Ах с рабочим напряжением 72 вольта. Используются пакеты LG, Farasis или SK. Либо ячейки размером 21700 LG, Samsung или DMAC. В максимальной комплектации батарея может быть более 120 Ах. Таким образом, в эко-режиме с водителем 80-90 кг Tomahawk может проехать от 100 км в минимальной комплектации до 200 км в максимальной комплектации. Контроллер специально установлен на верхней крышке кейса для воздушного охлаждения и экономии пространства. На версии с полным приводом второй контроллер устанавливается спереди на раме под фартуком. Удобное и надежное зарядное устройство, которое позволяет заряжать мотоцикл как от обычной розетки, так и от зарядной станции при помощи специального адаптера. Отдельно стоит отметить, что батареей управляет Smart BMS, рассчитанная на токи разряда от 250 А до 400 А с приложением для мобильного телефона, которое позволяет наблюдать за температурой, напряжением и состоянием ячеек, а также производить перезагрузку и настройки. Для контроллера также есть мобильное приложение. Возможность диагностировать тот или иной узел транспортного средства без вскрытия сильно экономит время и деньги. Сложно сказать, что базой для рамы и остальных узлов Tomahawk был какой-то конкретный байк. Скорее в его основе присутствуют черты чоппера, кафе-рейсера и боббера одновременно. Сможете угадать, от какого мотоцикла бензобак, который используется при сборке Tomahawk? А пока вы думаете, немного цифр для размышления. Основные плюсы электромотоцикла по сравнению с бензиновым – это вес, экологичность, тихий мотор и экономия. Рама без оснастки 16 кг. Колесная база чуть длиннее большинства бензиновых спортбайков. Итоговый вес Tomahawk зависит от комплектации. С минимальной батареей и мотором вес около 90 кг. В максимальной комплектации с полным приводом вес до 120 кг. Грузоподъемность до 170 кг. Подвеска на этом мотоцикле смешанная. Впереди у нас полноценная мотоциклетная вилка. Перья от Kawasaki ZZR 1100 с регулировками, а траверсы от Yamaha. Ход 110-120 мм. Сзади установлен пружинно-масляный амортизатор DNM размером 190 мм по осям с регулировками, подкачкой давления и блокировкой. Ход 50 мм. Эта подвеска отлично себя показала как с водителями в 75 кг, так и с водителями весом 130 кг. Все мотоциклы собираются персонально, поэтому выбор опций большой. От более бюджетной двухпоршневой гидравлической системы для скутеров до четырехпоршневых полноценных мото-тормозов. Минимальный размер тормозных роторов 203 мм, толщина от 3 мм. Вы зададитесь вопросом, как такие тормозные диски будут справляться с нагрузками. Все очень просто. В зависимости от настроек контроллера во время торможения включается режим рекуперации, который возвращает незначительную часть заряда батареи и тормозит мотором. Для установки ротора на мотор-колесо в некоторых случаях вытачивается адаптер. Если вопрос не в цене, то для максимально эффективного торможения есть версия мотоцикла с двумя тормозными роторами спереди. Рассмотрим с вами функционал мотоцикла, весь комплекс опций и управления. Начнем с освещения. Пространство в баке можно использовать под бардачок, а также разместить в нем LED-подсветку с приложением для телефона, которое позволяет управлять режимами подсветки, яркостью и скоростью. Ее немного видно днем и особенно ярко в ночное время суток. За основное освещение спереди отвечает 7-дюймовая фара с габаритом, ближним и дальним светом. Мощность 60 Вт. Также спереди расположены две вспомогательные фары по 45 Вт и классические мотоповоротники.
Сзади под сиденьем расположены стоп-сигнал с габаритом и поворотники в том же стиле. Теперь рассмотрим органы управления. Ключ зажигания, USB-порт 3.0. Слева блок управления светом. Габариты, поворотники и сигнал. Далее управление дополнительными фарами, ближним и дальним светом. Справа блок управления скоростными режимами. Первый тумблер отвечает за переключение между передним ходом и задним ходом. Драйв и реверс на дисплее, соответственно. Второй тумблер переключает скоростные режимы эко и спорт. На дисплее, соответственно, отображается первый или второй. Еще раз напоминаем, что данный байк собирается персонально, поэтому набор функций может быть какой угодно. Универсально в томагавке только то, что управлять им может водитель любой комплекции и пола, без каких-либо навыков, интуитивно и легко. Настало время в этом убедиться. Заказать этот байк в любом цвете и комплектации от 10 кВт до версии с полным приводом в 40 кВт вы можете в нашей компании SkyBike. Пишите свои мысли, с кем его сравнить. Ждем жирную дискуссию. Пальцы вверх и до новых встреч. Пока!